Всем привет! В этом видео мы поговорим о работе ног, о том, насколько она важна в большом теннисе, какие функции она выполняет, насколько она может усиливать удар, насколько она помогает или мешает, если это неправильная работа ног с точки зрения возврата в центр, движения по корту, насколько правильная работа ног может усиливать удар. Обо всем по порядку. Поехали. Я начну с самого главного. Это может распространяться на все видео. Здесь будет ссылка на видео, на акцент, который мы делали, чтобы я не повторялся 250 раз в этом видео. Никакая работа ног не будет работать полноценно, если вы не будете ее усиливать акцентом. То есть для акцента ко всему, что я показываю, если где-то там в каком-то моменте видео я не согну полноценно ноги, это надо понимать, что это просто какая-то недоработка моя с точки зрения показывания. Но человек, который будет сгибать ноги глубже, всегда будет выигрывать у человека, который будет сгибать их не до конца. Будь это открытая стойка, будь это подготовка к прыжку, то есть на все надо понять, что согнутые ноги – это потенциал скорости. То есть вы сгибаете ноги, будете вы делать шаг, это будет мощнее. Вы сгибаете ноги, будь это прыжок, это будет мощнее. То есть это будет распространяться на все видео, но более подробно об этом можно будет посмотреть в нашем видео акцент, которое мы снимали. Поэтому дальше просто продолжим, но без вот этого углубления в низкую посадку ног. То есть она должна быть везде. Первое, с чего мне хочется начать, это разножка. Разножка ног, она бывает разная, да, каждый ее по-разному делает. Я попробую поискать какие-то видео. Я уже как-то, по-моему, тоже видео про разножку показывал Даяну Истремскую, когда это было какая-то вот такая работа ног. Я так по памяти не помню, но мне очень нравится, как работает Бадоса ногами. Это может быть какая-то игра ногами, да, когда очень расслабленно, правда, но это делал что-то похожее на Федерер, но в целом любой игрок ее делает, да. Я покажу, как она делается, и попробую объяснить, для чего она делается. То есть, в принципе, она делается, когда появляется немножко пустоты. Например, вы сделали удар в стороне, да, вы доработали до центра, это тоже разножка, я покажу ее второй. И в центре образуется еще немножко времени, пока мы еще не увидели направление мяча, пока игрок еще не нанес удар в какую-то сторону, и мы не начали движение. И вот это вот время заполняется разножкой на месте. Что она дает? Я все время сравниваю эту разножку с автомобилем, который перестал двигаться, да, который остановился, и который вы пытаетесь разогнать со стоящего. Во-первых, идет другая энергозатратность, то есть если вы нажимаете резко газ, чтобы автомобиль набрал какую-то скорость, вы потратите больше бензина. Касательно нашего организма вы тратите больше сил, это другая энергозатратность. И, естественно, время, за которое вы наберете скорость, тоже будет большее. Потому что стартовать с стоячих ног гораздо тяжелее, чем с подвижных. Это, наверное, практически невозможно объяснить какому-то начинающему любителю, особенно если какие-то модные там люди, которые думают, что они выглядят глупо, когда они прыгают ногами или когда они там готовятся по-другому. Но, наверное, лучший пример, который к этому можно привести, это бокс. Цена ошибки высокая, по табличке получать не хочет никто. И так как работают боксеры ногами, но я думаю, теннисисты просто не могут это сделать. Я имел небольшой такой период опыта работы с боксерами, с высокого уровня боксерами. Их работа ног, она просто фантастическая. Почему она фантастическая, да? В теннисе, если ты стоишь, это 2 отскока, а вот в боксе, если ты остановился, это прилет. И здесь как бы хочешь, не хочешь, но ножками придется работать или зубы выплюнуть. Я думаю, что многие выбирают просто поработать ногами, чем выплюнуть зубы. Но суть такая же, да, то есть эта разножка дает возможность реагировать. То есть, когда вы готовитесь ногами, вы можете гораздо легче среагировать. Вы как автомобиль, который едет не быстро, но вы добавляете скорость к двигающемуся автомобилю. И точно так же, когда вы остановили ноги, и вы начинаете разгонять свои ноги, это как разгонять стоячий автомобиль. Виды разножки, я не знаю много по памяти, сколько этих видов, да, но я, наверное, делал когда-то, когда был помоложе, что-то похожее на вот такую разножку, мне хотелось так делать, да. Видел, кто-то перебрасывает ногами, делает чуть шире. Видел, очень много девочек прыгают вот так. Мне так не заходило вообще. Считаю, она должна быть на выбор, да, так же, как и прием, как и движение вперед. Это тоже, кстати, разножка. Но самое главное, вы не должны пятки соприкасать с землей. То есть вы должны находиться так, чтобы пятка не касалась земли. То есть вы двигаетесь так, чтобы ваш вес тела был перенесен вперед. И вот это, я считаю, самым ключевым фактором разгона – это первый шаг. Я пробую даже найти упражнение, я был на, по-моему, в 18 или 19 году на хорошем курсе,
И там был неплохой фитнес-тренер, который именно акцентированно вот с разножки давал направление первого шага. Мне понравились очень эти упражнения, я их записал, не знаю, смогу ли я их найти. Там у меня большие проблемы с жестким диском, но попробую все-таки найти какие-то упражнения монтировать. Прикольные упражнения были. Разножка, которой мы возвращаемся назад, или приставной шаг, если называть это именем упражнений, которые мы делаем. Почему мы его делаем, до какого момента мы его делаем, и почему мы делаем именно его, а не бег. Например, мы теряем позиционно середину, да, и с точки зрения удаленности мячей от соперника, наверное, самое оптимальное – это вернуться на такой же примерно отрезок за заднюю линию, и плюс-минус мячи будут равноудаленны от нас, и будет легче реагировать. Почему мы не делаем бег? Да? Я все время называю это плюс на минус. Например, вы сделали удар, и вы сделали бег. В одну сторону вы выигрываете, то есть в центр вы возвращаетесь быстрее. Это плюс. Какой минус у этого? То есть, когда вы делаете удар, и вы делаете движение в сторону, вы полностью теряете левую сторону, с которой вы двигаетесь, или правую. Вы не можете реагировать на противоход. И вот этот минус для меня гораздо больше, чем плюс в движении. Вы выигрываете середину, но в принципе никакой игрок нормального уровня, видя первые шаги вот так, не будет бить вам в сторону движения, если он может контролировать мяч. И поэтому здесь надо делать минус вперед, на плюс в сторону контроля. Что это такое? То есть из закрытой стойки вы делаете выход, да, приставной шаг будет медленнее, чем бег. Но таким образом вы можете реагировать и обратно, и вперед. Вы делаете разножку, и вы делаете ее, как я показывал в видео про разножку, до тех пор, пока вы не определяете направление удара. Неважно, где это произошло, да, это может произойти на первой разножке. Человек играет с лета, вы увидели, что он играет в ту сторону, вы переходите в бег. Вы можете, как я показывал в начале, допрыгать до центра и в центре даже иметь пустоту, закончить прыгать разножку и перейти в перепрыгивание с ноги на ногу. Но вы всегда делаете приставной шаг или до центра, если позволяет мяч по времени, или до определения направления мяча. То есть, я уже рассказал, приставной шаг имеет меньшую скоростную эффективность с точки зрения продвижения к центру, но выигрывает с точки зрения контроля корта. Я уже это показывал в видео про разножку, где можно нарушить это правило за пределами корта. И мне очень нравилось это упражнение. Единственный теннисист, у которого я видел, что он делает это упражнение, не знаю, какая ли у них была цель это делать, но я для себя понял, что они делали это именно для этого. Это Энди Маррей. То есть, когда человек улетает далеко за корт, то его первый шаг разгоняет приставной шаг, который будет внутри корта. То есть первый шаг он делает скрест, и в корт входит уже приставным шагом. То есть, например, он сделал, пробегая, улетел с корта, да, он позволяет себе сделать первый скрест, и вторым приставным уже начинает двигаться к центру. Почему это позволительно за кортом? Да? Только что я объяснял, что выход из удара должен быть разножкой, чтобы не было противохода. Это позволительно делать за кортом, потому что вы не открываете корт первым шагом. То есть, когда вы далеко улетаете с корта, вас никто не будет ловить на первом шаге противоход, потому что вы не даете места, куда сыграть. Вот, например, вот этот шаг остается за кортом, да, я еще за боковой линией, и вы можете его делать. Но как только вы попадаете в зону, куда уже могут играть противоход, здесь надо возвращаться разножкой. Наверное, можно найти в сети какое-то исключение, в котором это мое правило будет опровергнуто, но это всего лишь исключение, да? Где кто-то достал какой-то мяч безнадежный и просто выбрал угадывать и сразу побежал. Это не имеет ничего общего с общепринятыми правилами. Этот мяч просто, наверное, как какой-то hot-shot или там shot of the day или shot of the week. Его просто можно показывать, какая-то уникальная обводка. Я уверен, что наверняка такие в сети есть. Но это не имеет ничего общего с среднестатистическим ударом. Семенящий шаг. Что это такое? Для чего он существует? И как он работает? Да? Семенящий шаг – это такая работа ног, где шаги искусственно замельчены, и они делаются мельче, чем обычный шаг. И такой работы много, ее можно тоже поискать, я уверен, что ее можно найти. Для чего этот шаг придуман? Да? Например, расстояние между вами и мячом небольшое, и его можно заполнить одним шагом. Но тогда это не будет разгон тела. И вот когда расстояние между вами и мячом маленькое,
а ноги надо разогнать и последний шаг выделить, вот тогда делается семенящий шаг. То есть, если расстояние, которое вы можете заполнить одним шагом, да, вы поделите на 10, на 15 маленьких шагов, и в конце, за счет того, что вы уже придали телу движение, последний шаг получится выделить не со стоячих ног, а с двигающихся вперед, любой человек, который плюс-минус понимает, как работает инерция тела, сможет разогнать мяч гораздо сильнее. То есть, этот шаг делается на всех ударах, которые имеют небольшое расстояние, да, и в которых есть время это делать. Естественно, никогда невозможно сделать семенящий шаг на быстром, на удаляющемся мяче, потому что там не стоит вопрос замедления ног и искусственного замельчения шага. Там стоит вопрос просто мяч достать и отбить. Но такой шаг тоже в теннисе существует, и я считаю, на коротких расстояниях это показателем высокого уровня, где человек умеет мельчить шаг и в маленькое расстояние между собой и мячом впихивать огромное количество шагов. И что самое главное, что делая эти шаги, все равно оставлять место, будь это открытая стойка, будь это закрытая стойка, под выделенный шаг с ног, которые уже двигались вперед. Открытая стойка. Об этом можно говорить долго. Я пробую рассказать о главном, да, что сама по себе техническая постановка ноги в открытую стойку, она может быть разной. Есть более мощная постановка ног, я называю ее напрыжкой. Когда открытая стойка ставится с напрыгивания ног. И есть открытая стойка с шага. Когда можно сделать открытую с напрыжки, когда можно сделать, нужно сделать шаг. Именно нужно, а не можно. То есть открытую с напрыжки можно сделать тогда, когда есть время. Вы подходите к мячу, мяч идет на вас, или вы контролируете, вот вы добежали в сторону, и он уже не уходит от вас, и напрыжка будет мощнее. Вот напрыгивание, когда вы выигрываете время, я старался бы рекомендовать игрокам, которые могут понимать разницу в этом, использовать напрыжку в тех ситуациях, когда у них есть время. И когда делается шаг. Например, мы двигаемся вперед. У нас есть мяч, который может опуститься. Я пробую сейчас это показать. Мяч, да, находится поближе. У меня есть время. Я ставлю открытую стойку напрыжкой, и за время моей постановки ног мяч не упадет в высоте. То есть я поставил, высота осталась, я нанес удар. То есть я не потерял высоту, по которой я бил, да? То есть мяч здесь, я могу спокойно его ударить. В таком случае я могу ставить напрыжку. Например, моя постановка ног связана с потерей высоты. То есть я ставлю ноги, и за время того, как я ставлю ноги, мяч проседает в высоте. Таким образом, я должен делать открытую стойку с бега. То есть я ловлю высоту, но я не теряю время. То есть я лишаюсь напрыжки, но я ловлю высоту. Когда у вас есть связь между потерей высоты или дистанцией в сторону, вы должны выбирать открытую стойку с постановки шагом. Например, вы бежите в сторону, мяч сильно удаляется. Вы не можете сделать напрыжку в открытой стойке, потому что мяч дальше, и это потеря времени. И в такой ситуации та же открытая стойка ставится с бега. Вы бежите в сторону, и вы выиграли время. Мяч находится чуть ближе, или вы просто хорошо к нему успели. У вас есть время, и вы можете позволить себе сделать напрыжку. Напрыжка была мощнее всегда. Энди Роддик очень хорошо это показывал. Монфис не один раз выпрыгивал с напрыжки там, вплоть до его вот этих ударов. Напрыжка всегда будет мощнее. То есть шаг используется, когда есть большая удаленность, когда мяч удаляется сильно в сторону, и когда это чревато с потерей высоты. Когда вы бежите вперед, и, например, у вас есть возможность ударить на высоте плеча с шага, да, вы потеряете в скорости удара, но зато будете делать удар сверху вниз. Либо вы сделаете напрыжку, да, вы выиграете в скорости, но опустится мяч. Куда вы тогда будете давать эту скорость? То есть один из самых главных критериев выбора открытая стойка с шага или с напрыжки – это удаленность мяча от вас. Потеря высоты или потеря расстояния, если это мяч в сторону. Я покажу на правый удар, наверное, можно было бы показать больше на левый, но в целом это присутствует. Я покажу разность работы открытой стойки
немножко инерции после удара, сколько должно быть шагов. И когда существует другой выбор, да, я показал, что сейчас это выбор открытой стойки с шага, да, или открытой стойки с напрыжки, когда делается вот этот удар в открытой стойке доворот, и когда делается пробегая. То есть одно из самых главных таких примеров, которые я пробую показать, да, я нарисую две линии на левой ноге, на правой ноге, да, попробую вытянуть максимально руку, вот насколько мне позволяет. Даже я пробую повернуться сейчас, вот сделаю с этих ног поворот и повернусь. Вот это будет мой диапазон действий. А теперь я пробую с этих же ног прыгнуть на левую ногу. Плюс, допустим, там, ладно, даже правую не буду тянуть. И вот я нарисую вторую линию, да, то есть вот я рисовал в довороте и пробегая, например. Насколько будет разная закрыта у меня площадь корта. Когда я делаю то, когда я делаю второе, да, когда я делаю доворот, когда я делаю прыжок. Я считаю, что доворот — это лучший удар для обводки. Когда вас придавливают и против вас идут вперед, и вы не знаете, получится ли у вас обводка, получится ли у вас играть широко, что человек потянется или поднимет вам мяч. Вот это движение может оставить вас на месте, где вы закончили удар. Если вы на этом же расстоянии сделаете прыжок, да, прыжок будет делаться как минимум через один шаг по инерции, вы потеряете чуть-чуть корт. И если ваш удар не будет идеальным, то пространство, которое вы откроете, будет гораздо большим, чем вы откроете с доворотом. Опять же, можно вернуться к словам плюс на минус. Естественно, этот удар, он будет мощнее, чем доворот. Если вы уверены в своем ударе, вы можете сделать этот удар. Но я считаю, что обводка, вот именно идеальная обводка, которая делается с удара, который не сильно удален от вас, это движение ног доворотом. Обязательно и после доворота, и после открытой стойки выход из нее идет разножкой. То есть вы делаете доворот, и первый удар делается разножкой. Если вы делаете открытую стойку, сколько должно быть инерционных шагов? Всегда один. То есть по-хорошему шаг с открытой стойки, даже с хорошего пробегания, должен быть один. Если это не какой-то последний удар, который уже сделан просто уходя с корта ва-банк. Но если мы говорим о каком-то возврате, то какая бы скорость ни была, теннисист хорошего уровня, да, должен себя останавливать. Прыжок, вторая нога и выход разножкой назад. Вот эту вот разницу на левом ударе, пробегая, не так часто встречается, но тем не менее тоже я считаю, что для обводки вот эта вот работа ног, где диапазон ширины небольшой и мяч не заставляет нас далеко тянуться, где мы успели к мячу. Когда вы не уверены в том, что удар получится такой, который снизит контроль на той стороне и даст время вернуться, доворот — это идеальное решение. То есть разница работы ног между открытой стойкой, пробегая, и доворотом — это удаленность мяча и ваша уверенность с точки зрения возврата. То есть если вы уверены в ударе, что вам возвращаться не надо будет, или вы нанесете такой удар, который снизит контроль на той стороне, естественно, можно сделать и это. Но я бы рекомендовал, когда вас поддавливают и ширины много нету, использовать именно вот эту работу ног. Доворот, и уже потом, не теряя корт, будет гораздо легче доигрывать следующие мячи. Это было первое видео на канале Сорокин Теннис про работу ног. Я сегодня написал сценарий на 2 серии, так что дело за вами. Если вы покажете реакцию, что эта тема интересна, 1000 лайков, 10 000 просмотров, и мы снимем вторую часть, как, в каких ситуациях вам могут помочь ноги на корте. Не стрейте на корте, пока.